Хотите узнать, какая машина вошла в книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая, или какой автомобиль-малыш попал в фильм Стивена Спилберга? Тогда это видео для вас. Сегодня погрузимся в мир машин, размеры которых сопоставимы с вашим велосипедом. Погнали! Fiat 500. Автомобиль, ставший символом целой эпохи. Маленький, очаровательный и невероятно практичный. Fiat 500. Одна из самых знаковых машин в истории автопрома. Как появился этот итальянский шедевр? В 1957-м Fiat представил Nuovo 500, преемника довоенного Тополино. Послевоенная Европа нуждалась в дешевом и компактном транспорте, и инженеры создали настоящую городскую легенду. Длина всего 2,5 метра, а цена доступная для миллионов. Но главное — дизайн. Машинка выглядела так мило, что ее прозвали Cinquecento, 500 по-итальянски. А в 1959-м она даже получила престижную премию Compasso d'Oro. Первую в истории для автомобиля. Почему его обожали? Компактность, парковался где угодно, даже в узких улочках Неаполя. Экономичность, расход топлива был просто смешным. Варианты кузова — не только хэтчбэк, но и кабриолет, универсал Giardiniera и даже фургончик. В 1975-м Fiat представил 126-ю модель, но она не смогла повторить успех 500-ки. Однако легенда не умерла. В 2007-м вышла новая версия Fiat 500 в ретро-стиле, которая снова покорила мир. Эта машинка не просто транспорт. Это символ Италии, свободы и стиля. Ее обожали студенты, домохозяйки и даже знаменитости. А сегодня старые пятисотки — желанные экспонаты для коллекционеров. В Top Gear Fiat назвали самым сексуальным автомобилем. Далее Pil Trindade. Pil Trindade. Представьте себе автомобиль, который выглядит так, будто его придумали для мультфильма. Маленький, круглый, словно яйцо на колесах. Это Pil Trident, один из самых странных и очаровательных автомобилей в истории. Откуда взялся этот космический пузырь? Все началось в 60-х годах прошлого века на острове Мэн, где компания Pil Engineering решила создать идеальную машинку для города. Европа после войны нуждалась в дешевом транспорте, и инженеры придумали Pil P50, крошечную одноместную капсулу длиной всего 2 с лишним метра. Но потом пошла эволюция. В 1965-м появился Trident, уже на двоих, со складной крышей и футуристичным дизайном. Как это вообще ездит? Под капотом, если его тут можно так назвать, скрывался двигатель мощностью 9 лошадиных сил, как у современного мопеда. Но для машинки весом 60 килограмм этого хватало, чтобы разгоняться до 90 километров в час. Правда, водить ее было интересно. 3 колеса, отсутствие ремней безопасности и кузов из стекловолокна — не самый надежный вариант при аварии. Почему же автомобиль не стал популярным? Есть несколько решающих факторов. Во-первых, безопасность была практически нулевой. Во-вторых, цена явно превосходила ту, которую ожидали покупатели. И, наконец, комфорт. 2 человека внутри — это уже очень тесновато. Но сегодня Pil Trident — мечта коллекционеров. Его необычный дизайн и история делают его настоящей иконой эпохи микроавтомобилей. А вы бы рискнули прокатиться на таком яйце? А теперь поговорим о предшественнике этого автомобиля — Pil P50. Pil P50. Машину, в которую с трудом помещается один человек. Которая весит как взрослый мужчина и разгоняется до скорости мопеда. Которая не имеет задней передачи, но зато ее можно просто развернуть руками. Знакомьтесь, Pil P50 — самый маленький серийный автомобиль в истории, попавший в книгу рекордов Гиннесса и ставший легендой. Технические характеристики представляли из себя минимализм в чистом виде. Салон? Нет, не слышали. Внутри один стул, одна дверь, расположенная справа, одна фара, один дворник и ноль комфорта. Педали расположены так, что можно сжать газ и тормоз одной ногой. Багажник — это полка за сиденьем, куда влезала разве что сумка с продуктами. Обогрев — тепло от двигателя, если, конечно, он не заглох. Почему его сняли с производства? Pil P50 выпускали всего 3 года, сделали около 50 штук, но народ не оценил. Опасно. 3 колеса, никакой устойчивости, можно перевернуться на повороте. Непрактично. Влезал только водитель, а перевести что-то крупнее кота было проблемой. Смешно. Люди просто стебались над этой консервной банкой на колесах. Производство закрыли, а о P50 забыли на 40 лет. Все изменилось в 2007-м, когда Джереми Кларксон из Top Gear проехал на P50 по офису BBC. Видео стало вирусным, и мир вспомнил про этот шедевр. 15 лет назад права на бренд выкупили энтузиасты и начали выпускать реплики, теперь с электродвигателем и ценником 15 тысяч евро. Да, это дороже многих нормальных машин. Сейчас оригинальный P50 по цене сравним со спортивным BMW. На аукционах за него дают больше 100 тысяч долларов. Следующий на очереди Smart Fortwo. Smart Fortwo.
Автомобиль, который легко помещается в половину стандартного парковочного места, весит как два взрослых бегемота и при этом умудряется быть стильным, экономичным и невероятно практичным. Это Smart Ford Woo, легендарный микрокар, который покорил города по всему миру. Кто создал этот мини-шедевр? Изначально Smart Ford Woo задумывался как совместный проект Swatch и Mercedes-Benz. Да-да, тех самых часовщиков и автогигантов. Название Smart даже расшифровывается как Swatch Mercedes Art, искусство от Swatch и Mercedes. Но не все пошло по плану. Из-за разногласий с Volkswagen, который изначально должен был участвовать в проекте, и отказа от идей электромобиля, Николас Хайек, создатель Swatch, покинул проект. В итоге Daimler-Benz взял все в свои руки, и в конце 20 века мир увидел первый Smart City купе, позже переименованный в Ford Woo. За всю историю было продано более 1,5 миллиона Ford Woo, и это не считая его старшего брата Smart 4, который является четырехместной версией. Ford Woo стал популярен в 46 странах, а еще он звезда крупнейшего в мире каршеринга. В 2002 его даже выставили в Нью-Йоркском музее современного искусства как образец инновационного дизайна. В 2007 китайская компания Shuanghuan выпустила Noble, почти точную копию Ford Woo. Daimler подал в суд, но проиграл. В Греции судья решил, что раз у машин разная компоновка, то это не плагиат. Вот так вот. Год назад производство Ford Woo завершилось, но его наследие живет. Возможно, когда-нибудь мы увидим новую электрическую версию, ведь компактные городские авто сейчас актуальны как никогда. Дальше в видео представитель индийского автопрома. Mahindra E2O. 2013 год. Tesla только начинает завоевывать мир, а в Индии уже появляется свой электрический хэтчбэк. Mahindra E2O. Это не просто машина, а настоящий технологический прорыв для своего времени. Давайте разберемся, почему этот компактный электрокар заслуживает внимания, несмотря на то, что его производство давно остановлено. E2O мог похвастаться тем, о чем многие бренды только мечтали в начале 2010-х. Управление через смартфон, можно было дистанционно включать кондиционер, проверять заряд батареи и даже блокировать двери. Солнечные панели, опциональная крыша с фотоэлементами помогала подзаряжать батареи. Режим Revive. Если заряд на нуле, можно было попросить у производителя немного энергии через удаленный доступ. Рекуперативное торможение, энергия торможения возвращалась в аккумулятор, увеличивая запас хода. При весе всего 700 кг E2O разгонялся до 90 км в час и мог проехать 100 км на одном заряде. Литий-ионная батарея заряжалась за 5 часов, а для города этого было более чем достаточно. Кстати, это был один из первых индийских электромобилей, соответствующих европейским нормам безопасности, включая краш-тесты. Почему E2O не стал массовым? Несмотря на инновации, продажи были низкими. На то есть несколько причин. Высокая цена. В 2013-м E2O стоил около 8 лакхов рупий. Это примерно 15 тысяч долларов, что для Индии было дороговато. Ограниченная инфраструктура, зарядных станций было мало, а без господдержки электромобили тогда не выстрелили. Конкуренция с бензиновыми авто, в той же ценовой категории покупатели предпочитали традиционные машины. Сегодня Mahindra продолжает развивать электромобильность, но именно E2O был тем самым первопроходцем, который проложил дорогу для будущих моделей. А как вы думаете, мог ли E2O стать популярнее, если бы появился на пару лет позже? Делитесь мнением в комментариях. Переходим к автомобилю, который снялся в кино. Renault Twizy. Компактный, почти футуристический автомобиль, который легко проскальзывает между пробками, занимает минимум места на парковке и при этом работает на электричестве. Это Renault Twizy, уникальный двухместный электрокар, который с 2012 года покорял города Европы, Азии и даже Латинской Америки. Twizy впервые появился как концепт на франкфуртском автосалоне в 2009. Дизайнеры Renault создали его для тех, кто устал от больших машин и хотел чего-то простого, экологичного и удобного для города. Уже через 3 года, в 2012-м, Twizy поступил в продажу и быстро стал хитом. Как он устроен? Twizy весит всего 500 килограмм, а его батарея обеспечивает запас хода до 100 километров. Заряжается от обычной розетки за 3,5 часа. Twizy стал звездой не только улиц, но и кино. Он появился в фильме Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». В 2023-м производство Twizy завершилось. Его заменил новый Mobilize Duo. Но этот электрокар навсегда останется культовым примером того, как можно сделать городской транспорт удобным, экологичным и стильным. Далее одна из моделей BMW, также поражающая своими малыми размерами. BMW Isetta. Представьте себе машину размером с холодильник, с дверью, которая открывается вперед и всего одним колесом спереди. Нет, это не фантастика, это BMW Isetta. Один из самых необычных и культовых микрокаров всех времен.
Все началось в середине 20 века в Италии, где компания Iso Spa создала крошечный автомобильчик под названием Isetta, что значит «маленький Исо». Из-за своей формы, напоминающей яйцо и круглых окошек, он быстро получил прозвище «автомобиль-пузырь». Но настоящую славу Исета обрел, когда лицензию на производство выкупила BMW. Немцы не просто скопировали итальянский дизайн, они полностью переработали машину. Вместо слабенького моторчика поставили мотоциклетный двигатель на 250 кубиков, который выдавал целых 12 лошадиных сил. Да, это было круто для такой малютки. После Второй мировой BMW находилась в кризисе, и Исета стал для компании спасательным кругом. Этот микрокар был дешев, экономичен и идеально подходил для послевоенной Европы, где бензин стоил дорого, а люди нуждались в доступном транспорте. В 1950-х вышла обновленная версия Isetta 300. Теперь он разгонялся до более высоких скоростей и даже мог перевозить 2 человек. Правда, очень дружных. В Англии Isetta стала еще популярнее, когда ее переделали в трехколесную версию. Зачем? Все просто. По местным законам такая машина считалась мотоциклом, а значит, для ее вождения не нужны были полноценные права. BMW Isetta — это не просто машина, это история, культ и пример того, как гениальная идея может изменить мир. Теперь о младшем брате Aston Martin. Aston Martin Signet. Вообразите, у вас есть Aston Martin, легендарный бренд, создающий роскошные спорткары, и вдруг они выпускают маленький городской хэтчбэк размером с Toyota IQ. Да-да, это Aston Martin Signet. Автомобиль, который появился не из-за любви к дизайну, а из-за европейских экологических норм. Зачем Aston Martin сделал Signet? В 2011 в ЕС ужесточили требования к средним выбросам СО2 для автопроизводителей. Чтобы не платить гигантские штрафы, Aston Martin решил разбавить свои мощные спорткары чем-то маленьким и экономичным. Так появился Signet, перелицованная Toyota IQ с решеткой радиатора от Aston, кожаным салоном и ценником $50 000. При том, что оригинальный IQ стоил в 3 раза дешевле. Но Aston Martin не просто продавал Signet, его дарили владельцам своих флагманов в качестве городского аксессуара. Представьте, утром вы едете на V12 Vantage, а вечером пересаживаетесь в малютку Signet за те же деньги, что хорошая BMW 5 Series. Казалось бы, на этом история закончилась. Но нет. Нашелся один сумасшедший клиент, который сказал: Signet — ошибка или шедевр. С одной стороны, коммерческий провал. С другой — культовый автомобиль, который доказал, даже у серьезных брендов бывают странные решения. А если бы Aston Martin выпустил целую серию таких горячих Signet, может, мир получил бы самый необычный хот-хэтч в истории. А сейчас электромобиль, который легко можно принять за игрушечный. Wuling Hongguang Mini EV. Представьте себе крошечный, но невероятно стильный электромобиль, который покорил Китай и продолжает завоевывать мир. Это Wuling Hongguang Mini EV — компактный, доступный и невероятно популярный городской электрокар, который стал настоящим бестселлером. Что делает его таким особенным? Выпущенный в 2020-м компанией SAIC GM Wuling, этот малыш быстро стал хитом продаж. Всего за 3 года его купили более 1 миллиона раз, и он обогнал даже Tesla Model 3 по популярности в Китае. Этот мини-электромобиль выглядит как игрушка, но он вполне реальный и функциональный. Во-первых, трехдверный хэтчбэк. Во-вторых, задний привод и заднемоторная компоновка. Да, он шустрый. В-третьих, максималка 90 км в час идеально для города. И, наконец, цена от $4000 — один из самых дешевых электромобилей в мире. Wuling не остановился на базовой модели и выпустил несколько крутых модификаций. Мини-EV Макарон — более стильный вариант с эксклюзивными цветами от Pantone, улучшенной отделкой и подушкой безопасности. Game Boy Edition — агрессивный дизайн, увеличенные габариты и мощный мотор. Мини-EV Cabrio — кабриолет с мягкой складной крышей. Freeze Necrop и Rainwall R10 — локальные версии для Европы. Год назад вышло второе поколение с обновленным дизайном, увеличенным салоном и улучшенной батареей. Теперь есть даже 5-дверная версия. Удобно для семьи. Wuling Hongguang Mini EV — это не просто электрокар, а настоящий культурный феномен. Он доказал, что электрическая мобильность может быть доступной, стильной и массовой. Если Tesla — это iPhone среди электромобилей, то Mini EV — крутой и бюджетный смартфон для повседневной жизни. Как думаете, такой миникар прижился бы в вашем городе? Пишите в комментариях. И напоследок, Паскуале Риччо прямиком из Европы. Паскуале Риччо. Вы гуляете по узким улочкам Флоренции, где едва разойдутся 2 пешехода, и вдруг мимо вас бесшумно проезжает трехколесный электромобиль, похожий на рикшу. Это Рискио — один из самых необычных городских транспортных средств в Европе, сочетающий в себе характер итальянского дизайна и практичность азиатских моторикш.
Название Рисчио — это отсылка к традиционным велорикшам Азии, но с итальянским акцентом. Производитель, который, кстати, специализируется на сельхозтехнике, явно вдохновлялся простотой и функциональностью этих повозок, добавив к ним электрическую тягу и современные материалы. Благодаря малым размерам Рищио идеально подходит для исторических центров европейских городов, где обычным машинам просто не развернуться. При этом водить Рисчио во Флоренции можно без прав. Он классифицируется как легкое моторное транспортное средство, как электросамокаты в некоторых странах. Существует две версии — для одиночек и для романтиков. Соло-версия только для водителя, идеально для курьеров или тех, кто любит личное пространство. Двухместная, с пассажирским сиденьем. Можно прокатить друга или вторую половинку. Рищо — это не просто странный гибрид рикши и электрокара. Это пример того, как можно адаптировать транспорт под реальные нужды городов. Конечно, он не заменит Тесла или Феррари, но для коротких поездок по центру идеален. Заключение. Если вы досмотрели, вы герой. Напишите в комментариях, рискнули бы вы прокатиться на одном из этих малышей. И не забудьте поделиться этим видео со своим другом-автолюбителем.